Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Это коллекция о стиле, а не о моде. Именно с комментария основателя бренда Dries Van Noten мне бы хотелось начать обзор новой линейки осень-зима 2024-2025. Презентация состоялась в рамках недели моды в Париже. Да, во французской модной столице каждый сезон случаются показы, которые определенно убеждают нас в том, что еще рано отчаиваться, и современная мода больше, чем погоня за продажами и продвижением вирусных трендов в соцсетях. Это чувство стабильно сопровождает при взгляде на образы коллекции бельгийского модельера. Ведь почти 40 лет он занимается именно стилем, а не модой. Как утверждает дизайнер, здесь все формируется методом проб и ошибок. Нет никакой системы. А единственным правилом в ателье Dries Van Noten давно стало требование как раз нарушать все правила. Одежда, как и образ в целом, по мнению ведущего дизайнера, должны создаваться очень спонтанно. Подчеркивая это важное чувство спонтанности, толстовки на подиуме были представлены без одного рукава. На самом деле он окутывал шею как шарф. Пуговицы вдруг разместились сзади, а не спереди. Полупрозрачный топ был надет поверх рубашки, причем они запросто выглядывают из-под более коротких куртки, жакета, свитера. Van Noten абсолютно уверен, каждая вещь должна жить самостоятельно, должна иметь свою собственную ценность, а не просто красиво выглядеть. А значит, повседневная модная одежда совсем не обязана быть обыденной. Так что нестандартный, порой, возможно, чудаковатый микс техники и подходов стал главным нарративом коллекции. Свою музу дизайнер видит сильной, уверенной в себе женщиной, которая не боится бросать вызов условностям. Ведь чтобы выглядеть так непринужденно, нужно приложить немало усилий. Но у нее есть характер, и ей нравятся противоречия. Отсюда неудивительно, что Dries Van Noten дал такое красноречивое название модному шоу «Женщина, которая осмелилась отрезать себе челку». Как это бывает, наверняка многим из нас знакомо, друзья, и чаще действительно происходит очень спонтанно. Думаю, автор коллекции попал в самую точку. В гардеробе на осень дизайнер виртуозно работает с цветом. Все эти, опять же, на первый взгляд спонтанные сочетания в модном образе разных оттенков и в том числе принтов смотрятся очень гармонично. Не зря Dries всегда слыл главным колористом фэшн-индустрии. Не менее оригинально и непринужденно он комбинирует в едином наряде разные фактуры. При дальнейшем просмотре коллекции рекомендую обратить внимание на микс сливочно-желтого с бежевым, серым и розовым, либо на яркое трио из изумрудно-зеленого и нежной лаванды с пикантным салатовым. Я думаю, вы вряд ли пропустите колоритный союз красного с персиковым, горчичным, бордовым или комбинацию костюмных тканей с денимом. Холодные дни сложно представить без чего-то мягкого, теплого и пушистого. Так в новой линейке появились мохнатые вещи, которые созданы словно из сахарной ваты. Подтаявшая в руках, но все еще ароматная, сладкая, она вдохновила Van Noten изготовить из валеной шерсти в нежно-розовом и вкусном бисквитном фисташковом самые романтичные IT-вещи сезона. Кардиганы, джемперы, юбки, пальто, свитеры, шарфы и даже удлиненные шорты. Тему тепла и уюта поддержала меховые сумки. Оно и понятно, в мире полном стресса и неопределенности мы продолжаем искать успокоение в вещах. Взяв в руки подобный аксессуар, больше похожий на декоративную подушку, так и хочется укутаться в плед и немного вздремнуть. Однако зима – это и время праздников, вечеринок. Возможно, поэтому в коллекции ближе к финалу появилось несколько нарядов с блеском пайеток, сверканием бисерных нитей и обувь из новогодней мишуры. В марте 2024-го Dries Van Noten объявил, что покидает пост креативного директора собственного бренда. С его слов, настало время освободить место для молодого поколения талантов. Что ж, все когда-то заканчивается. Но я надеюсь, мои дорогие зрители, мы с вами и далее будем знакомиться с новыми, такими же стильными коллекциями именитого дома моды. С интересом жду ваши отзывы в комментариях. Приятного просмотра, здоровья и красоты! Нескучного дня, позитива и только лучистого, яркого, солнечного настроения.